Добро пожаловать на канал Астрология Мудрости, дорогие друзья. Сегодня мы рассмотрим одну очень актуальную тему, а именно, совместимость знака зодиака Рак с другими знаками. Рак – это знак полный загадок. Если вы когда-нибудь задумывались, почему вам сложно найти идеального партнера или наладить отношения с близкими, то этот ролик откроет вам много тайн. Сегодня мы расскажем, как астрология, планеты и кармические законы влияют на совместимость раков с другими знаками зодиака. Узнайте, кто станет для вас идеальным спутником по жизни, а кто принесет лишь разочарование. Будет раскрыто многое, о чем раньше вы даже не задумывались. Оставайтесь с нами до конца, ведь на канале Астрология Мудрости вы всегда найдете самые точные и секретные знания астрологии. Не упустите шанс узнать, как стать счастливым и сохранить гармонию в отношениях. В этом ролике мы детально разберем, как знак зодиака Рак строит свои отношения с другими знаками, опираясь на астрологические учения, нумерологию и кармические законы. Рак, управляемый Луной, обладает глубокими эмоциями и тонкой интуицией, что делает его верным и заботливым партнером. Однако не все знаки зодиака способны гармонично взаимодействовать с этой эмоциональной глубиной. Начнем с идеальных союзов и постепенно дойдем до тех, с кем у раков возникают наибольшие трудности. Каждый знак зодиака открывает разные грани рака, и зная это, вы сможете управлять своей судьбой и строить гармоничные отношения. Идеальная совместимость у рака – это союз с рыбами. Это водная стихия, которая сразу создает между ними неразрывную эмоциональную связь. Рыбы понимают рака с полуслова, а их общая интуиция создает атмосферу полного доверия. Их отношения можно описать как гармоничный поток, где каждый поддерживает другого. Кармически эти два знака объединяют прошлое жизни, в которых они были связаны общими целями. Их союз можно назвать практически идеальным, 100%. Для того, чтобы усилить эту связь, ракам стоит чаще делиться своими мечтами и страхами с рыбами, а рыбы помогут им раскрыть внутренние таланты. Этот союз считается практически идеальным. В нумерологии число 7 у рыб говорит о глубоком духовном поиске, а число 2 у рака – о стремлении к эмоциональной гармонии. Вместе они могут создавать глубокие, интуитивные и гармоничные отношения, где каждый будет чувствовать поддержку и понимание. Их числовая совместимость помогает усилить их эмоциональную связь и создать прочную основу для длительных отношений. Далее идет союз со Скорпионом. Этот знак также принадлежит водной стихии, что делает его хорошим партнером для рака. Скорпион добавляет в отношения страсть, глубину и загадочность, что притягивает рака. Влияние планет здесь особенно сильное. Плутон и Луна создают магнетическое притяжение, которое трудно разорвать. В нумерологическом смысле это союз двойки и восьмерки, что символизирует баланс между душой и материей. Совместимость можно оценить в 95%. Чтобы сохранить гармонию, ракам стоит учиться доверять Скорпиону и не бояться его скрытых сторон. Чтобы рак и Скорпион смогли сохранить гармонию в отношениях, им стоит уделять больше внимания доверию и открытости. Оба знака склонны к ревности, поэтому важно работать над тем, чтобы избегать ненужных конфликтов. Если они смогут преодолеть свои страхи и научатся доверять друг другу, их союз будет практически неразрушимым. Этот союз считается одним из самых удачных. В нумерологии число 8 у Скорпиона может указывать на их внутреннюю силу и стремление к контролю, а число 2 у Рака – на его потребность в эмоциональной близости. Эти два знака могут усиливать друг друга, если научатся доверять и уважать эмоциональные границы. Чтобы отношения были гармоничными, им нужно избегать ревности и манипуляций, используя свои нумерологические числа для нахождения баланса. Телец и Рак тоже образуют прочный союз. Оба знака любят стабильность и уют, что делает их отношения долгосрочными и прочными. Тельцу, под влиянием Венеры, нравится заботливость и доминирующая эмоциональность Рака. В свою очередь, Рак чувствует уверенность рядом с Тельцом. Кармически их союз связан с тем, что в прошлой жизни они заботились друг о друге, и эта забота переходит в настоящее. Совместимость можно оценить в 90%. Совет для Рака – уделяйте внимание материальной стороне жизни, которую Телец ценит больше всего, и ваши отношения станут крепче.
Если рак стремится создать крепкие и счастливые отношения с тельцом, ему стоит уделять больше внимания материальной стороне жизни. Телец ценит стабильность и комфорт, поэтому важно, чтобы рак не только создавал эмоциональное тепло, но и помогал поддерживать материальный фундамент отношений. В свою очередь, телец будет дарить раку уверенность в завтрашнем дне, что позволит раку чувствовать себя защищенным и любимым. Этот союз строится на общем стремлении к безопасности и гармонии. В нумерологии они могут находить поддержку друг в друге, особенно если их личные числа усиливают друг друга. Например, число 6 у Тельца и 2 у Рака говорят о высоком уровне эмпатии и семейных ценностей, что делает их союз гармоничным и стабильным. Эти числа символизируют домашний уют и желание заботиться друг о друге, что создает идеальные условия для отношений. С Девой у Рака тоже хорошие шансы на успех. Земная Дева помогает Раку быть более рациональным и стабильным. Их отношения строятся на взаимопонимании и поддержке, особенно когда речь идет о практических вопросах. Влияние Меркурия помогает Деве быть терпеливой с эмоциональными колебаниями Рака. Кармически это отношения, которые помогут обоим проработать свои личные уроки, Деве быть менее критичной, а Раку меньше замыкаться в себе. Совместимость можно оценить в 85%. Раку стоит быть более открытым к логике Девы, тогда их союз будет еще крепче. Совместимость Рака с Девой базируется на взаимопонимании и поддержке. Оба знака стремятся к гармонии и стабильности, что делает их отношения прочными и долгосрочными. Чтобы этот союз был успешным, Раку нужно учиться принимать критические замечания Девы как часть заботы, а Деве быть более мягкой в своих оценках. Рак и Дева создают сильный союз, особенно если их нумерологические числа гармоничны. Число 6 у Девы символизирует заботу и гармонию, а число 2 у Рака – эмпатию и эмоциональную привязанность. Вместе они могут создавать устойчивые, долгосрочные отношения, основанные на взаимной поддержке и уважении. Для этого союза важно учиться терпению и не критиковать друг друга слишком строго. Козерог – противоположный знак Рака, что создает интересную динамику в их отношениях. На первый взгляд, это союз противоположностей, но именно эти различия делают их сильной парой. Козерог под управлением Сатурна привносит в жизнь Рака стабильность и уверенность, в то время как Рак учит Козерога быть более эмоциональным и заботливым. Их совместимость можно оценить в 80%. Кармически их связь направлена на баланс двух стихий – земли и воды. Если Рак хочет построить крепкие отношения с Козерогом, ему важно научиться принимать строгие принципы Козерога и не бояться его холодности. Козерогу, в свою очередь, стоит работать над тем, чтобы быть более открытым к эмоциональным проявлениям Рака. Этот союз может стать отличной платформой для взаимного роста, если каждый партнер будет готов к компромиссам. Этот союз имеет большие шансы на успех, особенно если их нумерологические числа гармоничны. Число 8 у Козерога символизирует силу и амбиции, а число 2 у Рака – потребность в эмоциональной близости. Вместе они могут создавать прочную основу для длительных отношений, где каждый будет поддерживать амбиции и эмоциональные потребности другого. В отношениях с весами у Рака могут возникнуть трудности. Весы, управляемые Венерой, более сосредоточены на внешней гармонии и красоте, тогда как Рак больше погружен в эмоции и внутренний мир. Этот союз требует много компромиссов, так как весы иногда могут показаться Раку слишком поверхностными. Совместимость оценивается в 75%. Чтобы этот союз был успешным, Раку стоит учиться видеть красоту и гармонию во внешнем мире, как это делают весы. В отношениях с весами Раку может быть сложно найти общий язык, так как весы часто сосредоточены на внешней гармонии и красоте, тогда как Рак больше погружен в свои эмоции. Нумерологическая совместимость между Раком и весами может варьироваться. Если, например, у весов число 3, это указывает на их любовь к творчеству и гармонии, что может вдохновлять Рака, если тот найдет поддержку в своем числе. Однако эмоциональные потребности Рака и внешняя ориентированность весов часто требуют работы над общением. Раку важно выражать свои чувства, не подавляя их, а весам уделять больше внимания внутреннему миру партнера. Отношения между Раком и весами могут казаться сложными из-за разницы в приоритетах.
В нумерологии число 3 у весов символизирует творческую энергию и стремление к гармонии, а число 2 у рака – эмоциональную глубину. Чтобы эти отношения были успешными, им нужно найти баланс между внешней красотой и внутренним миром, учиться уважать разные подходы друг друга к жизни. Лев и рак – это союз, в котором возможно как сильное притяжение, так и мощные конфликты. Лев, управляемый Солнцем, любит быть в центре внимания, тогда как рак предпочитает быть в тени и наслаждаться уютом семейного очага. Однако если эти двое найдут общий язык, их союз может стать прочным, основанным на взаимной поддержке. Совместимость 70%. Кармически этот союз поможет раку научиться уверенности и лидерству, а льву быть более чутким и заботливым. Союз рака и льва – это союз двух сильных личностей, которые могут либо создать невероятную команду, либо постоянно находиться в состоянии конфликта. Для успеха этого союза раку нужно научиться принимать и уважать лидерские качества льва, а льву становиться более чутким и внимательным к чувствам рака. В этом союзе важно работать над взаимопониманием и поддержкой, чтобы каждый из партнеров чувствовал себя нужным и значимым. Этот союз может быть непростым, но нумерология может внести в него баланс. Если лев, как правило, имеет число 1, это подчеркивает его лидерские качества, а число 2 у рака добавляет способность к эмпатии и поддержке. В таком союзе раку нужно развивать уверенность в себе, чтобы не теряться на фоне яркого льва, а льву проявлять больше чуткости к чувствам рака. Водолей и рак – это непростая пара. Водолей, под влиянием Урана, стремится к свободе и независимости, что может вызывать у рака чувство неуверенности. В их отношениях часто возникают противоречия из-за разных взглядов на жизнь. Совместимость оценивается в 60%. Кармический совет для рака – не пытайтесь контролировать водолея, а дайте ему больше свободы. Тогда вы сможете сохранить гармонию. Чтобы рак и водолей могли найти общий язык, важно, чтобы рак научился принимать свободу и независимость водолея как часть его личности, а не как угрозу отношениям. В свою очередь, водолею нужно понять, что раку важно чувствовать эмоциональную близость и поддержку, иначе ему будет сложно доверять и раскрываться в отношениях. Этот союз может казаться трудным из-за разницы в эмоциональных потребностях. В нумерологии число 4 у водолея говорит о его рациональном подходе к жизни, а число 2 у рака – о стремлении к эмоциональной близости. Чтобы создать гармоничные отношения, раку нужно научиться принимать свободу водолея, а водолею уделять больше внимания эмоциональному аспекту отношений. Овен и рак – это огонь и вода. Эмоциональный рак часто чувствует себя неуверенно рядом с решительным и напористым овном. Их совместимость 50%. Однако если рак научится адаптироваться к энергичности овна, а овен станет более терпеливым, они смогут создать прочный союз. Кармически этот союз помогает раку научиться быть более активным и решительным. Когда рак вступает в отношения с овном, стоит помнить, что огненная энергия овна может вызывать у него чувство подавленности. Чтобы такой союз был успешным, раку важно работать над своей уверенностью и научиться принимать лидерство овна, не теряя при этом собственной индивидуальности. Овен, в свою очередь, должен стать более терпеливым и чутким к эмоциональным потребностям рака. Этот союз может стать отличной платформой для взаимного роста и личностного развития. Союз рака и овна требует много усилий с обеих сторон. Рак, как водный знак, часто чувствует себя неуверенно рядом с энергичным и решительным овном. Чтобы такой союз был успешным, раку важно научиться принимать лидерство овна и не бояться проявлять свои эмоции, а овну стоит становиться более терпеливым и внимательным к чувствам рака. Эти знаки кажутся противоположными по своей природе, что часто вызывает трудности в отношениях. Однако, если в нумерологии их числа, например, число судьбы или жизненного пути, совпадают или создают гармонию, это может сгладить острые углы. Например, если у рака и овна совместимые числа 1 и 7, например, это может усилить их связь и сделать отношения более стабильными, несмотря на астрологические различия. Для этого союза важно учиться воспринимать лидерство овна как возможность для роста, а овну быть более внимательным к эмоциональной сфере рака. Близнецы и рак образуют одну из самых сложных пар. Близнецы, управляемые Меркурием,
обладают легкомысленностью и переменчивостью, что часто раздражает рака. Совместимость 40%. Кармический урок для рака – научиться не замыкаться в себе и открыто обсуждать свои чувства. В отношениях с близнецами раку стоит помнить, что их непостоянство может вызывать у него чувство незащищенности. Чтобы укрепить такие отношения, раку нужно научиться доверять близнецам и не воспринимать их легкомысленность слишком серьезно. Близнецам, в свою очередь, важно понимать потребности рака в стабильности и эмоциональной безопасности, чтобы создать гармоничный союз. В нумерологии рак, число которого может быть 2, будет искать стабильности и привязанности, а близнецы, у которых может быть число 5, тяготеют к свободе и переменам. Однако если их персональные числа совпадают, они могут найти точки соприкосновения. Например, число 3 поможет добавить творческий элемент в отношения, делая их более легкими и свободными. Совместимость рака и близнецов в нумерологии может быть неочевидной. Близнецы, управляемые числом 5, любят свободу и перемены, в то время как рак с числом 2 стремится к стабильности и привязанности. Однако если их числа создают гармонию, например, числа 3 и 6, они могут находить баланс между эмоциональной стабильностью и переменчивостью, создавая интересные и динамичные отношения. Стрелец и рак – это еще один пример противоположностей, где каждый из знаков стремится к разным целям. Стрелец под влиянием Юпитера ищет приключений и свободы, тогда как рак хочет стабильности и безопасности. Совместимость 35%. Для рака кармическим советом будет научиться принимать переменчивость стрельца, а стрельцу – уважать потребности рака в эмоциональной стабильности. Союз рака и стрельца требует от обоих партнеров терпения и компромиссов. Стрелец любит свободу и приключения, в то время как рак предпочитает стабильность и уют. Чтобы эти отношения были успешными, раку нужно научиться принимать независимость стрельца, а стрельцу уделять больше внимания эмоциональным потребностям рака. Совместимость рака и стрельца часто оказывается сложной из-за различий в жизненных приоритетах. В нумерологии число 5 у стрельца говорит о его любви к переменам и приключениям, тогда как число 2 у рака – о его стремлении к стабильности и безопасности. Однако, если их личные числа создают гармонию, например, 6 и 3, они могут научиться ценить различия друг друга и использовать их для развития. Самая сложная совместимость у рака с другим раком. Казалось бы, два одинаковых знака должны идеально понимать друг друга, но на деле это не всегда так. В отношениях двух раков часто возникают конфликты из-за их склонности к излишней эмоциональности и обидам. Совместимость 30%. Кармически это отношения, которые помогают обоим ракам научиться контролировать свои эмоции и не позволять обидам разрушать союз. Чтобы этот союз был успешным, им нужно научиться контролировать свои эмоции и работать над доверием. Когда два рака встречаются, это может быть как великим благословением, так и вызовом. В нумерологии они, возможно, будут склонны к излишней эмоциональности, особенно если их личные числа похожи. Например, два числа 2 могут усилить склонность к эмоциональным перепадам и обидам, но в то же время создавать сильную связь на основе глубокого понимания друг друга. Чтобы сохранить гармонию, обоим партнерам необходимо учиться управлять своими эмоциями и не позволять мелочам разрушать отношения. Друзья, если вам понравился этот ролик и вы хотите узнать еще больше тайн астрологии, не забудьте подписаться на наш канал Астрология Мудрости, поставить лайк и оставить комментарий. Если мы наберем 6000 лайков, то я выложу новый ролик о том, как направить свою энергию на достижение богатства и успеха. Оставайтесь с нами, впереди много нового и интересного. Продолжение следует.